глаз: Кирилл, правда ли, что could you вежливее, чем can you? Я скажу вам нет. Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим о том, правда ли, что could you вежливее, чем can you. По традиции напоминаю мой инстаграм и телеграм Kirils_English. Если вы хотите индивидуальные уроки со мной или в разговорном клубе, все подробности в описании по ссылке. Итак, в школе нам часто говорили, и в университете тоже, и если вы зададите поиск Гуглу, он вам выдаст кучу статей, даже Cambridge, официальный веб-сайт, нам гласит, что could you немножко, или не немножко, но в основном немножко, формулировка присутствует вежливее, чем просьбы с can you. И сейчас я напомню, что can you я говорю именно про просьбы, то есть когда вы просите кого-то открыть окно или вам что-то передать, а не physical ability. Например, я не спрашиваю, не рассматриваю случаи, когда вы хотите узнать, умеет ли человек делать колесо. Если вы живете в англоговорящей стране, в частности, живете, например, в Канаде или в США, я думаю, что вы замечали вокруг себя, что как-то, может быть, это не совсем соответствует действительности. То есть здесь вопрос такой очень controversial и со звездочкой. Я попытаюсь вам объяснить почему. Значит, если вы меня спросите, как говорится, в глаз: Кирилл, правда ли, что could you вежливее, чем can you? Я скажу вам нет. Но звездочка будет. Нужно смотреть. It depends. Знаете, когда вы не знаете ответа на вопрос, можно ответить просто it depends. Или не можете так сразу быстро ответить. Разбираемся. Значит, почему could you грамматически по своей форме, да, вежливее, чем форма can. Вежливее я сейчас не говорю о том, как это воспринимают люди и вежливее ли это для человека и в ситуациях. Я имею в виду грамматически, чисто по форме. Мы сейчас не берем ни людей, ни общения, ни everyday English. Could, так как это сослагательное наклонение, а бы да кабы, представим, что так бы было бы. То есть это прошедшая форма. Прошедшая форма априори, она вежливее, чем настоящая форма. Поэтому мы по-русски даже говорим, а не могли бы, вы мы еще и в отрицании это все загоняем в русском языке, не могли бы вы, бы мы еще и быкаем, и выкаем. Тем не менее, прошедшая форма, если вы ее так сравниваете с грамматической точки зрения, всегда будет вежливее, чем настоящая форма. Также не стоит забывать, что когда вы говорите, общаетесь на языке, только лишь одно слово не делает вашу речь вежливой. Все зависит от того, с какой интонацией вы это произносите, ваш body language, как говорится, что делают ваши глаза и вообще в каком контексте вы находитесь. Это все очень тоже играет огромную роль. Вопрос на засыпку. Для тех, кто живет, например, в англоговорящей стране, вы когда идете в Starbucks или в Макдак и заказываете себе еду, что первое вы скажете? Или вы вокруг себя, слышите, наверное, люди заказывают перед вами. Говорят они could I get или can I get, например, can I get a tall coffee, если вы в Старбаксе, или can I get a crispy chicken sandwich, если вы в Макдональдсе. Согласитесь, что can you вы слышите чаще. И если мы обратимся к моему любимому корпусу, меня все время спрашивают: Кирилл, что такое корпус? Google вам в помощь, он вам больше всего расскажет и покажет. Так вот, корпус, COCA, самый надежный источник информации, по которому мы можем проверить, что чаще используется. Частотность вы не проверите нигде лучше, как кроме корпуса. Не нужно полагаться ни на интуицию, ни на какие-то свои эмпирические наблюдения, которые могут быть не отвечать действительности. Тем более в языке не может быть интуиции, потому что она вас часто подводит. Нужно смотреть на, так сказать, брать шире. Так вот, если вы в корпусе посмотрите, практически в 3,5 раза can you встречается чаще. И это вы еще помните, что could you, так как это более все-таки формальная версия языка, казалось бы, в интернете, во всех вот этих вот статьях должен превалировать именно письменный язык, но нет, can you настолько часто встречается в речи везде и всегда в нашей обыденной, бытовой, скажем так, речи, что просто could you не может поспеть за ней. То есть это отвечает на ваш вопрос, что чаще используют в речи в английском языке. И, кстати, это не только в США, это вообще, понятно, региональные различия есть, и личные какие-то восприятия того или иного языка тоже присутствуют, но в целом, в общем, can you используется чаще. Это вовсе не отвечает на вопрос, что вежливее. По-моему, Оксфорд делали опрос, когда они спрашивали англофонов, как вы понимаете could you, can you, что для вас вежливее. И большая часть респондентов, напоминаю, они были
сейчас буду использовать мое нелюбимое прилагательное, native speakers, они были как из США, так и из Англии. Я не знаю, были там канадцы, австралийцы и другие респонденты, тем не менее. И для большинства людей разницы никакой не было. То есть, опять же, там все со звездочкой. В быту, в каждодневном общении, дома, на работе, с друзьями, с коллегами, в магазине, на улице вас кто-то остановит, чаще всего вопрос будет вам. На улице у вас кто-то спрашивает дорогу. Вопрос будет задан с can you, не с could you. Я вам сейчас объясню, почему это делается. На работе какой-то имейл вы пишете между своими коллегами, да, не клиенту за 39 земель, а с коллегами между собой в чате вы общаетесь, это всегда будет can you. Просите открыть окно в самолете, летите с кем-нибудь, can you open the window, а потом молитесь. Теперь, откуда пошла эта мода на could you, почему в учебниках нам всегда говорят не совсем то, что соответствует действительности? Все учебники написаны с одной мыслью в голове. Учеников нужно снабдить инструментариями для того, чтобы они могли поддерживать вежливый, официальный язык. То есть учебник не учит вас бытовому языку. Ни один учебник сейчас, который в масс-маркете используется на курсах, этому не учат. Если вы учитесь в какой-то частной школе, там, может быть, есть Touchstone учебник или Interchange, они там пытаются, как говорится, bridge this gap и научить вас говорить такой semi-formal, casual English. Ну или когда вы занимаетесь непосредственно либо со мной, либо еще с кем-то, люди там непосредственно делают акцент на casual, informal language, потому что авторы учебников полагают, что если вы умеете говорить на официальном языке, на таком формальном языке, то уже вот этот вот, некоторые говорят, street English, вы уже сами этому научитесь. Но, как показывает практика, нифига. Пример из жизни приведу. Мой профессор, она давно работает, уже вышла на пенсию в академии. Она была одним из пионеров, кто популяризовал bilingual обучение здесь у нас в Калифорнии. Очень много она работала в UCLA. Так вот, у них был отличный преподаватель из Германии. С ним было все замечательно. У него было очень много знаний, очень много... Он был хорошим учителем. И сейчас, наверное, есть, я не знаю, профессором. Тем не менее, когда речь доходила до беседы просто как вот с друзьями, вы в столовке или в кафе разговариваете, его речь была очень stilted. Его речь была очень официальная и не соответствовала стилю, как обычно люди между собой говорят, и это выстраивало барьеры. То есть, понимаете, когда вы не впопад используете язык, человек, англофон, понимает это как приглашение к необщению. То есть он видит, вам никто не будет скидку делать на то, что вы по-английски говорите плохо или не очень хорошо. Человек просто слышит, что слышит, и интерпретирует эту информацию на свой счет. То есть, этот человек не хочет беседовать. Он к обмену информацией не настроен, потому что если вы используете чересчур формальный стиль речи. Так вот, возвращаясь к could you имеет место. И если на то, вернее, нужен контекст, вы можете его использовать, и нужно его использовать, например, в очень деловой официальной переписке. Либо вы, если ведете какие-то переговоры, и там разные страны представлены, could you будет априори стандартом. Но это происходит только потому, что это, как сказать, калька. То есть у вас есть какой-то стандарт, трафарет, по которому вы оформляете титульник, правильно? Там нужно написать учебное заведение, кто вы, где вы, есть соответствующие стандарты. Так вот, в каждой отрасли есть стандарт. Но это не значит, что could you вежливее для людей, и не значит, что они воспринимают вежливо. Еще раз повторюсь, какое-то издание, я не помню, то ли это был Oxford, то ли это New York Times, они делали исследования, они выходили на пленэры, у живых людей спрашивали, как вы это ощущаете. Если вы посмотрите в форумах, если вы поковыряетесь, почитаете, то есть разные мнения присутствуют, но многие англофоны, native speakers, говорят, что разницы для меня никакой нет. Важнее всего, как вы это говорите в речи, каким тоном, потому что можно сказать, вот тебе подарок, возьми, не убей. Можно сказать это так, что подарком это не покажется. Интонация играет важную роль, не только одно слово. Итак, подытожим. Является ли фраза could you вежливее, чем can you?
Технически немного она вежливая со звездочкой yes, но когда мы начнем копать глубже, смотря в какой ситуации и если это официальный стиль, а could you это все-таки официально деловой стиль. Корпус нам показывает, что в 3,5 раза can you используется чаще. А тут уж, как говорится, дело за вами, как вы будете общаться. Как все, по большинству, или вы хотите, как говорится, non-конформист. Все носят белое, а вот я надену красное. Я желаю всем отличных выходных. Пока.